Привет, YouTube! Сегодня у нас последнее занятие в рамках блока тестирования баз данных, и расскажу вам про джойны, про такие запросы, и также затронем тему, как вложенные подзапросы, буквально совсем чуть-чуть, чтобы вы знали, как можно находить необходимые нам данные с помощью дополнительных условий. Но прежде чем мы начнем изучение этой темы, также хотелось бы вам рассказать про UI-составляющую нашего SQL, как вы можете, кроме командной строки, использовать те тулы, которые предоставляет нам MySQL абсолютно бесплатно. Для этого нам необходимо скачать Workbench. Сейчас я вам покажу, как это делается. Скорее всего, у вас осталось в системе инсталлятор нашего MySQL, и если вы его запустите, необходимо подождать немножко времени, я уже сделал это заранее, чтобы не тратить ваши драгоценные минуты. У вас появится такой экран, где будет расписано, какие продукты MySQL у вас уже установлены. Так как у меня уже установлен Workbench, то он здесь отображается. У вас будет просто одна строка с MySQL сервером. Что нам нужно сделать дальше, чтобы настроить Workbench? Необходимо нажать на кнопку Add, и здесь будут все доступные продукты, которые мы можем себе установить и использовать. Вы можете прочитать про каждый этот продукт отдельно, что он из себя представляет. То есть здесь их достаточно много. Также здесь есть различные образцы и примеры для вашей работы, то есть уже готовые базы данных и таблицы с тестовыми данными, которые вы также можете использовать. Отсюда их тоже можно скачать. Но нас будет интересовать именно Applications, раскрываем, выбираем MySQL Workbench и выбираем, тут одна единственная возможность, это установить MySQL Workbench и последнюю версию. Так как она у меня уже установлена, поэтому у меня здесь все задизейблено. Но выбираете ее, нажимаете Next, это приложение устанавливается, и вы можете с ним работать, то есть никаких проблем нету. После этого можно закрыть инсталлятор и запустить наш MySQL Workbench. Он запускается, у вас здесь будет локальный ваш инстанс, который вы уже подготовили, с которым вы работали, скорее всего. Вы на него нажимаете, он предлагает ввести пароль. Я думаю, что он у вас стандартный рутовый, вы можете сохранить его, чтобы больше система у вас не спрашивала его в дальнейшем. И открывается такое приложение, где вы можете вводить запросы, которые мы с вами изучили и сегодня закончим изучать. Как это делается? То есть вы, к примеру, хотите ввести запрос Show Databases, простым нажатием Enter не получится, надо нажать на значок молнии, чтобы запустить данный запрос. И нам отображаются все базы данных, как у нас в Command Line это было, которые у нас есть. Дальше мы можем, к примеру, написать ту базу данных, которую будем использовать, и, к примеру, посмотреть, какие значения у нас есть в таблице Courses, которая у нас есть. Чем удобен данный тул? То, что, во-первых, он показывает ошибки, если вы что-то неправильно вводите сразу на UI, и подсказывает вам какие-то ключевые слова, которые вы можете использовать, таблицы подставлять. То есть это достаточно удобно. И что хорошо, вы можете запускать эти команды как все сразу, то есть таким образом, либо по отдельности, выделяя данную команду и нажимая на значок молния. В принципе, это все, что вас должно интересовать на данный момент в этом программном обеспечении. Запоминаем, Workbench очень удобно, наверное, более доступно, чем в Command Line, то есть здесь сразу все можно это видеть и все достаточно понятно. Поэтому давайте сегодня продолжим нашу работу именно здесь, чтобы вы немножко привыкли к этому приложению. Но перед этим давайте посмотрим вообще, что такое джойны. Что это за запросы такие? Джойны — это такие запросы, которые позволяют нам объединять две и более таблиц по какому-либо полю, которое в этих таблицах одинаковое. То есть если нам необходимо объединить несколько похожих таблиц в одной базе данных, то мы можем использовать джойны. Существует три типа джойнов: inner join, right join и left join. Для нашего удобства я нашел такие вот схемки, чтобы вам объяснить, как это работает. В
Самый простой join – это inner join, то есть внутреннее объединение. То есть если у нас есть две таблицы, и в ней есть поле, которое идентично для A и B, и значения в ней совпадают, то мы можем провести такое внутреннее объединение. То есть одна таблица соединяется с другой. Давайте на примере я покажу, как это выглядит. То есть сам запрос выглядит таким образом. Это наш обычный select. Мы должны ввести те поля, которые мы хотим объединить. Дальше я объясню, почему тут таблица A, таблица B написана. From таблица A соединить с таблицей B и по тому полю, по которому мы производим данное объединение. Давайте посмотрим на примере. Для начала давайте посмотрим, какие у нас вообще есть таблицы в нашей базе данных в Students. Для этого мы используем запрос showTables и запускаем его. Сейчас у нас есть две таблицы Courses and General. То есть, как мы с вами помним, Courses мы создавали на двух предыдущих занятиях, и General я создал дополнительно, чтобы мы могли объединить значения в этих двух таблицах. Давайте посмотрим, какие есть значения в таблице General. У нас есть здесь 4 поля, наш ID, first name, last name, age and gender. И теперь мы можем по вот этому полю ID, так как также поле ID у нас есть в Courses, мы можем объединять наши значения. Чем хорошо использование данного приложения, так как мы можем, например, запустить сразу два запроса, и у нас будет две табины, где в одной будет таблица General, и во второй будет таблица Courses. Давайте сразу переходим к делу и объединим эти значения. Смотрите, сначала мы пишем наше слово select, и дальше пишем те значения, которые мы хотим вывести. Но обязательно необходимо перед каждым значением, перед его полем, необходимо написать таблицу, в которой оно содержится. То есть мы пишем, что в таблице Courses нас, к примеру, будет интересовать, давайте посмотрим, что у нас есть в Courses, Faculty, и давайте будет, давайте только Faculty, у нас тут всего два поля, и в таблице General нас будет интересовать, к примеру, First Name и Last Name. То мы пишем General, .first name, general, .last name. Дальше мы пишем нашу таблицу A from Courses, join, с какой таблицей мы будем соединять, general, on, и мы должны написать то значение, по которому мы будем искать соответствие. Для нас это ID-шники. Поэтому мы пишем сначала Courses ID равно General ID. И закрываем нашу точку запятой. Давайте запустим и посмотрим, все ли у нас получится. Да, все получилось. Как мы с вами видим, у нас просто объединились значения, в которых ID-шники совпали, и вывелась такая вот общая табличка. То есть теперь мы можем узнать, на каком факультете учится тот или иной человек. Давайте с вами запустим 3 запроса одновременно и посмотрим, как это работает более детально. Смотрите, у нас есть табличка General, где есть ID-шник 6, а в табличке Courses есть ID-шник 7. Так как у нас не совпадают значения ID-шников 6 и 7 в этих двух таблицах, то и в результирующей табличке нашей, в которой мы провели объединение, не будет этих двух строк. Поэтому на помощь к нам приходят left и right join. Как работают они? То есть тоже здесь ничего сложного нету. В левостороннем объединении мы объединяем как бы по левой
нашей таблички, в правостороннем по правой табличке. То есть у нас будут показываться все строки из таблицы A, даже если их нет в табличке B. И то же самое для правостороннего объединения. Нам будут показываться все строки из таблички B, даже если их нет в табличке A. То есть мы говорим сейчас про наши ID-шники. Left join и right join в первую очередь зависит от того, как вы поставите эти таблицы и напишите ваш запрос. От этого будут и показываться результирующие таблички, объединяющие. Поэтому давайте с вами проведем эти два запроса и посмотрим на реальном примере, чем они отличаются между собой. Так, давайте сначала начнем с left join. Select. Давайте нас будет интересовать courses number. General first name, general gender, from. Табличкой A у нас будет выступать courses. Courses. Join, general, on и наши уже известные поля, которые могут дать нам совпадение. Да, здесь необходимо добавить left. И давайте посмотрим на наш result. Смотрите, как сработал наш запрос. У нас есть табличка courses, то есть будут показываться все строки из этой таблички, даже если их нет в B. Можем с вами это сейчас проверить. То есть у нас есть ID-шник с семерочкой, это Physical 4. Если мы с вами посмотрим, то вот эта вот четверочка у нас появилась здесь. Но так как у нас нет такого же ID-шника с семерки в General, то эти значения пишутся как nullable, то есть они нулевые. Но, как мы с вами знаем, по левостороннему объединению показываются все строки из A, даже если их нет в B. То есть B у нас просто заменяется на нулевые значения. Если мы сравним с нашей табличкой, которой мы делали просто inner join, то здесь у нас 5 значений, и было только совпадение по нашим ID-шникам, которые есть в двух таблицах. Где же таких значений у нас 6? И теперь давайте проведем операцию объединения для right join. Для этого мы опять используем наш select. В этот раз давайте выведем еще и ID-шник. General, пусть будет first name, general last name, general gender. И давайте добавим еще courses, faculty. Пишем from courses, right join, general, on courses ID равно general ID. И запускаем наш запросик. Это выдает ошибку, потому что я не написал right. Давайте запустим наш запросик. И что мы с вами видим? У нас теперь появилась информация по шестерке, по шестому ID, которого у нас не было в таблице courses. Но так как у нас объединение по right join, то нам показывают все значения из таблички B, таблички general. То есть если мы посмотрим с вами на порядок, то есть вот она у нас, даже вне зависимости от того, что у нас
этот ID-шник отсутствует в табличке A. Вот таким образом работают наши джойны. В принципе, ничего сложного нету. Возможно, есть некоторые сложности с удобочитаемостью и синтаксису написания вот этих запросов. Но, опять же, это дело практики, поэтому вам нужно дома попрактиковаться над этими джойнами на нашем любимом сайте W3 Schools. То есть там мы это все тренируем, там уже есть готовые базы данных, не обязательно даже использовать MySQL, Workbench и прочие приблуды, скажем так. Поэтому переходим туда и тренируемся. Потому что на собеседованиях могут спросить и джойны. Чаще всего спрашивают просто селекты, но обращаю ваше внимание, что могут быть как бы на задания со звездочкой и джойны, и если вы их выполните, то это большой плюс для вас. И последний аспект, который я хотел бы рассмотреть с вами, это вложенные подзапросы. Что это вообще такое, для чего они нужны? Например, если мы не можем с помощью одного нашего селекта и тех условий, которые мы в нем укажем, вывести те значения, которые нас интересуют, мы можем использовать еще один селект внутри нашего запроса. Как это все работает, давайте с вами посмотрим на примере. Возьмем нашу вторую таблицу General, где у нас есть гораздо больше полей и записей в них, и придумаем какой-нибудь извращенский запрос, назовем его так. Для этого мы хотим, к примеру, вывести first name, last name, gender, давайте еще возьмем ID, from general, where, age, и давайте придумаем какой-нибудь еще один запрос, которому будет соответствовать то, что поле наше age должно также использовать select для того, чтобы его вывести. Давайте select age from general where, давайте напишем ID больше одного and first name, давайте не first name, and age больше либо равно 21. Такой вот у нас получается запрос. И давайте мы его запустим вместе с запросом, который показывает нам все значения из General. Вот что у нас получилось. И давайте теперь проверим, действительно ли нам вывелось то, что нас интересовало. То есть вначале мы хотели, чтобы нам вывелись поля first name, last name, gender и ID из нашей таблички, где age у нас соответствует следующим аспектам: ID больше 1 и возраст больше 21. Смотрим, возраст больше 21. То есть больше либо равно 21. То есть у нас здесь есть Алан, Питер и Джек. У них ID-шники больше 1. То есть вот эти три значения у нас должны здесь быть. Да, все действительно так. То есть если мы не можем с помощью одного запроса и тех условий, которые мы в нем напишем, вывести те значения, которые нас интересуют, мы применяем вложенные подзапросы. Да, скорее всего, вот этот запрос, который мы с вами написали, не такой показательный, но, в принципе, на собеседованиях, когда вам нужно будет это сделать, и вы не будете знать, как это можно осуществить с помощью одного селекта, можно использовать внутри него еще один. То есть такой вот небольшой вам совет, как это можно сделать. Мы с вами очень плодотворно поработали на этих 4 занятиях. Узнали, как устанавливать SQL-сервер, как устанавливать Workbench, который позволяет нам в более удобочитаемом виде переваривать ту информацию, которую мы можем получить из наших баз данных и таблиц, которые в ней содержатся. Также научились самым популярным селектам, которые вам 100% понадобятся на собеседовании, джойны, в случае того, если вас захотят проверить, вдруг вы очень им понравитесь вашему работодателю, и
они захотят узнать, что вы знаете больше. То есть тоже обязательно выучите джойны и как они пишутся. И также научились создавать таблицы, изменять данные в них. Это тоже достаточно полезно, если вам нужно будет делать какие-то тестовые задания, либо же придумывать тестовые данные уже непосредственно у вас на работе, на рабочем месте. Надеюсь, что данный блок занятий вам понравился, а уже на следующем занятии мы начнем тестирование мобильных приложений. Это станет предпоследним блоком перед тем, как мы с вами закончим вообще этот курс. Останется только Agile и, в принципе, все. То есть я думаю, что до конца осени мы с вами закончим изучение курса «Тестировщик с нуля». А дальше еще больше курсов, еще больше занятий, еще больше реализации ваших хотелок. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на канале. Я это все конспектирую, запоминаю. У меня есть отдельная Trello-табличка, где находится мой, скажем так, контент-план. Поэтому обязательно все, что вы упоминаете, будет реализовано в той или иной степени. Напоминаю, что у меня есть Telegram, где также содержится очень много полезных штук, например, бесплатные курсы, ссылки на них, либо же мои какие-то мысли вслух, которые помогут вам немножко адаптироваться в сфере IT, и полезные статьи, которые также можно прочитать. И Instagram, где вы можете задавать также свои вопросы. Там я тоже стараюсь периодически выкладывать посты, связанные, например, с тестовыми артефактами, которые мы, к примеру, здесь не рассматриваем в рамках нашего курса. И стараюсь вести с вами общение и там. Поэтому, если вам интересно, то подключайтесь и к другим социальным активностям, которые связаны с этим каналом и с его автором. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!